Доктор Джек Келлер, русский ветеринар, который работает в Ботсване, в одной из стран Африки. Он проводит свои дни, помогая диким животным в одном из самых суровых мест на Земле, недалеко от центрального заповедника Калахари. Это место похоже на огромную пустыню, где выживают очень немногие существа. Каждый день Джек едет на своем старом пикапе по горячему песку и сухим кустарникам. Он везет лекарства и инструменты, чтобы помочь больным и раненым животным. За многие годы он спас жизни сотням животных: антилопам, грациозно прыгающим по равнинам, огромным слонам с их длинными хоботами, пятнистым леопардам, охотящимся по ночам, и могучим львам, правящим саванной. Но ничто никогда не трогало его сердце так сильно, как то, что произошло одним жарким ноябрьским днем. Джек ехал по западной части пустыни центрального Калахари. Солнце палило нещадно, делая все вокруг расплывчатым. Возле высохшего водопоя он увидел что-то золотистое, неподвижно лежащее на земле. По мере приближения его сердце сжалось. Это был взрослый самец льва. Но он совсем не походил на сильных, гордых животных, которых Джек обычно видел. Лев был настолько худым, что Джек мог разглядеть каждую косточку в его теле. Бедное животное было просто кожей, натянутой на кости, без единой мышцы. Его глаза едва приоткрылись, а дыхание было таким слабым, что грудь почти не двигалась. Джек осторожно вышел из своего грузовика и медленно подошел к умирающему льву. Он подумал, что животное, возможно, уже мертво, но когда он осторожно коснулся плеча льва, тот лишь слегка приоткрыл глаза. Это были не свирепые, страшные глаза дикого хищника. Вместо этого они были печальными, умоляющими глазами живого существа, которое просило о помощи. Лев, казалось, говорил: «Пожалуйста, не дай мне умереть». Сердце Джека разрывалось, когда он смотрел в эти отчаянные глаза. Он тут же сфотографировал льва на телефон и попытался отправить снимок в Центр спасения животных. Но в этом отдаленном месте не было сигнала связи. Джек был совершенно один посреди ничейной пустыни с умирающим львом. Большинство людей сдались бы и уехали, подумав, что ничего не могут сделать. Но Джек был другим. Он снова посмотрел на льва и пообещал себе, он не оставит это прекрасное создание. Даже если был лишь крошечный шанс спасти жизнь льва, он попробует все возможное. С этого момента началась удивительная дружба между человеком и диким львом. Джек быстро открыл свою аптечку скорой помощи, вытащил тонкую иглу и пакет с физраствором. Очень осторожно он нашел вену на передней лапе льва и ввел иглу. Капля за каплей он медленно вводил льву жидкости, в которых его тело отчаянно нуждалось. Затем он дал льву небольшие дозы антибиотиков для борьбы с инфекцией и обезболивающее, чтобы облегчить его страдания. Наконец он накрыл худое тело льва специальным одеялом, чтобы согреть его. Когда солнце начало садиться и наступила темнота, Джек принял еще одно важное решение. Он не оставит льва одного на ночь. Джек включил фары своего грузовика, чтобы осветить местность, и сел прямо рядом со львом. Всю долгую холодную ночь он бодрствовал, наблюдая за своим новым пациентом. Лев не сопротивлялся и не пытался убежать. Он просто лежал, медленно и тяжело дыша, словно ветер, дующий по песчаным дюнам. Иногда
Лев немного шевелился, показывая Джеку, что он еще жив. Джек осторожно положил руку на спину льва и тихо прошептал: «Если ты хочешь жить, тогда доверься мне. Мы справимся с этим вместе». Когда настало утро, Джек наконец-то поймал слабый сигнал на своем спутниковом телефоне. Он немедленно позвонил в Центр спасения дикой природы в Мауне и сообщил о чрезвычайной ситуации. Сотрудники центра сказали, что как можно скорее отправят вертолет. В ожидании помощи Джек продолжал заботиться о льве всю вторую ночь. Каждый час он проверял температуру льва, давал ему больше жидкости и следил за каждым вдохом животного. Это было похоже на попытку сохранить крошечное пламя живым при сильном ветре. Джек решил дать льву имя Лео. Это было простое имя, но оно подходило этому храброму борцу. Под звездным небом пустыни Калахари были только яркие огни грузовика, медленное сердцебиение Лео и один человек, который отказывался терять надежду. Когда спасательный вертолет наконец прибыл, медицинская команда была шокирована ужасным состоянием Лео. Они никогда не видели такого худого, слабого льва, который был бы еще жив. Очень осторожно они подняли Лео на носилках и погрузили его в вертолет. Джек тоже залез внутрь, крепко держа мешок с капельницей во время долгого 3-километрового полета в больницу дикой природы Мауна. В больнице главный ветеринар доктор Элис МакКона тщательно осмотрела Лео. Ее лицо было очень серьезным, когда она объясняла Джеку состояние льва. Она сказала, что задние лапы Лео полностью потеряли чувствительность и движение. Его позвоночник был сильно поврежден, мышцы атрофировались от бездействия, а внутренние органы давали сбои. «Даже если Лео выживет», — сказала она, — «он никогда не сможет снова ходить и уж тем более охотиться за едой, как обычный лев». Доктор МакКона подумала, что было бы милосерднее усыпить Лео и прекратить его страдания, но Джек наотрез отказался сдаваться. Он умолял врачей дать льву еще один шанс. Он убедил их провести сложную операцию на позвоночнике Лео, чтобы попытаться снять давление со спинного мозга. Операция длилась 8 долгих часов. Команда врачей работала осторожно, чтобы спасти жизнь Лео. После операции Лео был переведен в отделение интенсивной терапии, где он продолжал получать питание через трубки и мощные лекарства для борьбы с инфекцией. Джек взял целый месяц отпуска от своей обычной работы, чтобы круглосуточно оставаться с Лео. Он никогда не покидал больницу даже на несколько минут. Спал на маленькой раскладной кровати прямо за клеткой льва. 3 раза в день Джек кормил Лео с рук, давая ему маленькие ложечки мяса, смешанного со специальными питательными веществами и электролитами. В течение 3 долгих недель Лео вообще не мог двигаться, но его сердцебиение становилось сильнее, а дыхание более регулярным. Затем однажды утром произошло нечто волшебное. Доктор МакКона вошла в комнату Лео и вдруг начала плакать от радости. Впервые после операции хвост Лео немного шевельнулся. Медицинская команда немедленно начала физиотерапию с Лео. Каждый день они осторожно растягивали его затекшие мышцы и работали над восстановлением рефлексов в его лапах. Лео никогда не жаловался и не злился во время этих терапевтических сеансов. Его глаза всегда искали Джека, когда кто-либо другой входил в комнату. Когда Джеку приходилось отлучаться на несколько минут, Лео наблюдал за дверью, пока он не возвращался. Весь персонал больницы полюбил Лео и начал болеть за его выздоровление.
Все испытывали надежду, как будто Лео боролся не только за себя, но и за всех них. После 2 месяцев интенсивной терапии Лео сделал свои первые неуверенные шаги. Кто-то записал видео этого невероятного момента и выложил его в социальные сети, где оно быстро стало вирусным по всему миру. Миллионы людей наблюдали, как когда-то умирающий лев медленно учится снова ходить. Джек и Лео установили такую тесную связь, что Лео издавал мягкие мурлыкающие звуки, как котенок, всякий раз, когда Джек прикасался к нему. Хотя Лео был огромным диким львом, он был с Джеком нежнее, чем домашний кот. Во время сеансов восстановления Лео всегда был терпелив и покладист. Джек рассказывал ему истории, включал тихую музыку и даже оставлял включенный диктофон, когда нужно было отлучиться, чтобы Лео не чувствовал себя одиноким. Несмотря на слабое тело, Лео с каждым днем становился сильнее. В первый раз, когда он встал и сделал несколько эмоциональных шагов, вся медицинская команда была переполнена счастьем. Они никогда раньше не видели такого чудесного выздоровления у дикого льва. Лео был уже не просто пациентом, он стал символом надежды для всех существ, которые казались безнадежными. Однажды ранним утром Лео самостоятельно вышел из своей клетки, осторожно схватил зубами рубашку Джека, затем повернулся и пошел к двери. Джек последовал за ним, любопытный узнать, куда Лео хочет идти. Лео вел его через почти 3 километра сухих и колючих кустов. Джек не знал, что Лео планировал, но полностью доверял своему другу-льву. Наконец Лео остановился на открытой поляне, где отдыхала группа львиц со своими детенышами. Сначала львицы были осторожны и готовы были защищать своих детенышей, но когда они увидели Лео, произошло нечто удивительное. Казалось, они узнали его и приветствовали его возвращение. Лео издал мягкий, успокаивающий звук, как будто говоря: «Этот человек мой друг, а не враг». Джек стоял в нескольких метрах, глубоко тронутый этой невероятной сценой, которая казалась чем-то из сказки. Лео не просто возвращался в дикую природу, он знакомил Джека со своей настоящей семьей. Это был священный момент, когда человеку было позволено войти в личный мир львов. Джек был настолько переполнен эмоциями, что заплакал прямо там, посреди африканской дикой природы. Не было слов, чтобы описать то, что он чувствовал. Вернувшись в больницу, Джек немедленно связался с международными природоохранными организациями и управлением дикой природы Ботсваны. Он предложил создать экстренную программу спасения львов в регионе Суперкалахари в условиях засухи. Были установлены водовозы и водопои по всей травянистой местности, где часто передвигались львы. Джек регулярно возвращался с Лео, чтобы убедиться, что все источники воды работают правильно. В жаркий сезон львицы и львята без всякого страха пили воду, словно понимали, что люди пришли им на помощь. Лео стал живым мостом между 2 мирами – миром диких животных и миром человеческих усилий по сохранению природы. Он свободно и без колебаний ходил между львиным прайдом и сотрудниками природоохранных организаций. Фотографии и видео Лео распространились по знаменитым каналам по сохранению дикой природы во всем мире. Миллионы людей были глубоко тронуты, увидев льва, который когда-то умирал, а теперь помогает спасать других львов. Ботсвана стала центром глобальной кампании по сохранению природы, а Лео — ее живым символом. Джек чувствовал, что Лео не только вернулся к жизни, но и принес новую надежду всей популяции львов Калахари. Лео регулярно осматривали ветеринары до конца его жизни. Он свободно жил на охраняемой территории в безопасности от угрозы охотников.
Джек продолжал часто навещать его, совершая долгие прогулки с Лео по пыльным дорогам саванны. В 2019 году Лео однажды утром не проснулся. Его нашли мирно лежащим посреди золотистой травы, словно он просто спал. Джек обнял его в последний раз, тихо шепча, как в тот самый первый день их встречи в пустыне. Лео был похоронен около того места, где Джек впервые нашел его. Там был установлен надгробный камень со словами «Мы доверяли друг другу». На поминальной службе присутствовали представители природоохранных организаций со всего мира. Лео превратился из умирающего существа в вечный символ веры и возрождения. История Лео и Джека распространилась по всему миру, вдохновляя поколения любителей природы. Она доказывает, что животные обладают чувствами, мыслями и глубокой верой в человеческую любовь. Она показывает, что когда всего один человек верит в чудеса, весь мир может измениться навсегда. Дорогой друг, спасибо, что уделили время этой невероятной истории. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы поддержать наш канал и помочь нам делиться еще более удивительными историями о прекрасных отношениях между людьми и дикими животными.